Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Что происходит в его жизни прямо сейчас? Смотрим. Думайте о мужчине, проговорите его имя. И смотрим, какой мужчина придет сегодня на расклад и что расскажет. Итак, мужчина, давай, приходи, открывайся. Открывайся, приходи, какой ты. Любвеобильный. Двойка кубков. Мужчина любвеобильный. Ну, что-то есть. Сейчас я с двух сторон поставлю. Рыцарь Пентаклей. У него на паузе многое. Ой, по луне. Мужчина любвеобильный, да. Но у него есть проблемы с ощущениями, с понятием, что такое любовь, как ее проявлять, что он хочет получить. Потому что не всегда то, что он хочет, делает его счастливым. На сегодняшний день любви в его жизни нет. У него на паузе это чувство. Но он хочет любви. Он вспоминает, он думает. Ему снится любовь. По луне однозначно. Мужчина независимый, умный, да, можно так сказать, но он манипулятор. Он мастер своего дела, он умный по своему делу, но он глупый во многих других вопросах. И он манипулятор. Когда он не понимает что-то, что ответить, как сказать, какой-то вопрос завис, он будет манипулировать. И манипулировать так, чтобы и человека под себя подогнать как-то, ну, если надо, к себе притянуть, если не надо, от себя оттолкнуть. И то хорошим таким вот, каким-то правильным действием, ну, для него. Вот. И в то же время он будет манипулировать ситуацией и вопросом. Скажет, например, почему я должен сейчас отвечать? Ответь сам. Хотя он будет показывать, что он знает, но он будет не знать ответ на вопрос. Вот такое у него есть. Добивается целей, но больше как своим словом и харизмой, кстати. Не руками. Руками он умеет работать. Умеет. У него сильные руки, у него интересы есть, да, но добивается своих целей больше словом и харизмой. Куда-то с кем-то прийти договориться, он и шутку будет шутить, смотря какой человек и как реагирует. Вот здесь он, да, разбирается. Но он не умеет понимать, что такое любить. Вот здесь вот есть такое. Может быть, он это поймет в конце концов, да? Может быть, он уже доходит до этого. Но у него открытые дороги по звезде далеко. И высший суд сейчас даже его может наказывать за то, что он когда-то сделал. Может. Он может плохо себя чувствовать. У него могут быть проблемы психологического характера. От него может отвернуться какой-то важный человек. Либо даже больше как не человек, а хорошая работа, либо какие-то действительно вот, хотя и человек тоже. И человек тоже, вот, например, который ему в чем-то должен был бы помочь по работе, по каким-то вопросам, а он отворачивается от него. Хотя он сегодня старается многим помочь, естественно, там, где может, там, где хочет.
но старается, потому что ему это выгодно. Да, человек, который видит выгоду и никогда от этого не уйдет. Просто так легко помогать, что-то делать, не имея ничего взамен, он не будет. Хотя об этом может говорить. Я никогда не прошу ничего взамен. Да, он может это сказать. И я никогда не требую. Да, он может это сказать. Но он будет требовать, он будет помнить очень долго, что он сделал и что ему должны. Вот такой вот человек сегодня пришел. Если это ваш, давайте смотреть, что дальше, да? Давайте смотреть, что дальше. Ну, у него сейчас какой-то период реально застоя, и в то же время нервного истощения не избежать, и он его не избежал. Есть у него такое, хочется ему вылезти к солнышку, а это значит, ну это солнце, карта, это значит, что он ждет какого-то действия, ждет какого-то открытия, ну и ждет какого-то события. И такое тоже. От него многое не зависит. Чего он ждет? Ну, надеется. Надеется, что все-таки все будет хорошо. Живет сейчас умеренно, никуда не торопясь. Хотя на одном месте по рыцарю Пентаклей ему топтаться надоело. Он любвеобильный, да. Он очень хочет, чтобы любовь была и страсть, и уважение. Но этого нет около него сейчас. Вот такой вот мужчина. Так, ну давай. Твои мысли, твои чувства к девушке, которая смотрит. Э, 13-й аркан на вопрос. Многое поменялось в нем. Да. То, что вы о нем знаете, в принципе, многое так при нем и осталось, но кое-что конкретно в нем поменялось. У него есть страх вот этого аркана. Страх смерти. Реально есть. Раньше не так было это все. А сейчас то ли возраст, то ли ситуация в жизни такая, но он боится. Он реально боится, потому что он думает, что он многое упустил и ничего забрать обратно нельзя. Хотя будет стараться что-то исправить в своей жизни. Он реально меняется. Мысли, чувства. Мысли, чувства. Королева Пентаклей, вы для него. Вы честная, вы справедливая. Это сейчас его мысли, однозначно. Что-то вы ему говорили. Вы не вместе, да? Тут на расстоянии. Да, у вас сложные дороги вместе, когда вы. Вы как в лабиринте, вы как зигзагообразно. Как это понять? Я думаю, многие из вас уже поняли, да, когда то поругались, то помирились, то накричали, то очень обнялись, то ну как-то вот что-то такое, вот открыто веришь, а потом раз и идет обман. Тоже вот как зигзаг, конкретный зигзаг вот такой. Да, вы были вместе, и вместе вы были, ну, неплохое такое время. Шли к какой-то цели. Примерно у каждого, с одной стороны, своя цель, но и в то же время многое вместе было. Многое, что вы понимали обоюдно. Но вы не вместе сейчас, нет. Если вы действительно под одной крышей ночуете, то просто отворачивайтесь друг от друга и как будто бы засыпая не смотрите друг на друга. Вы даже, может быть, в разных комнатах спите и не подходите друг к другу. Ну, как-то так.
Либо вы реально не вместе. Не вместе. Как будто бы вот желание у него очень сейчас большое, именно сегодня, увидеть вас. Но вы на расстоянии. Кто-то из вас вообще даже не знаете, как он там живет, где он сейчас. У кого-то из вас вот так. Расклад общий, поэтому смотрите, что ваше, то ваше, да. Я говорю, даже если он живет через дорогу где-то в соседнем доме, да, примерно говорю, вы все равно как будто бы не знаете, что у него на сегодняшний день происходит. Он очень сильно закрыт. Ну и вы тоже, в принципе, не сильно уж открываетесь. Так? Есть такое, да? Вы для него человек слова, вы для него человек стабильности, королева Пентаклей. Вы ему помогали либо подсказками, либо даже содержали его финансово какое-то время. Такое вот есть. Король кубков, королева, король. Он хочет вас увидеть. Он очень хочет вас увидеть. Именно сегодня. Возможно, какой-то праздник, возможно, годовщина чего-то, вот он об этом думает. Возможно, именно этот день он помнит. Может быть, у него просто проблема в этот день, и он только о вас и думает, что вот вы решали его проблемы. Либо вы его действительно, как это сказать, делали уверенным в себе, а он сейчас потерял эту уверенность. Он хочет просто вот полететь и обнять вас. Ну, вот как на этой карте. Побежать, приехать. Ты действительно любишь? Дьявол выходит. Страстью горит. А любишь ли сердцем? Да. Да, по этой карте да. Но это карта пустоты. Это карта одиночества. Это карта воспоминаний. Он любит. Ты сможешь женщину, девушку, вот если бы вы сошлись заново, ты смог бы ее сделать счастливой? Рыцарь кубков, его ответ сейчас скажу. А карты что говорят? Нет, ты, а карты. О, по-разному. Ну, как сказать, двойка пентаклей – это двойственность. Где-то да, где-то нет. Он, конечно, будет говорить по рыцарю кубков: конечно, я так люблю. Я сделаю ее счастливой. Но двойка пентаклей от самих карт – это двойственно. С одной стороны, да, если он умеет понимать, где вы счастливы, что вам нравится, он сделает вас счастливой. Если он будет тянуть эту любовь к себе, что ему нравится, тогда будет тяжеловато. И в конце концов вы опять разойдетесь. Но в конце посмотрим, по-любому посмотрим, что вам делать, если вы хотите быть с ним, ну и что карты скажут. Ну и будем смотреть, если вы не хотите быть с ним, что карты скажут. Угу. Дальше. Чувства есть к вам, но они такие своеобразные. Что тебя волнует, что тебя тревожит? Какая-то женщина его тревожит, не вы. Какая-то женщина, умеренная, однообразная жизнь его тревожит, волнует. Какой-то
какое-то дело, какое-то денежное дело, скажу так, хоть тут и 5 жезлов, но все равно здесь как будто бы он над чем-то работает. У него в голове мысли, так, как вот к этому подойти, как здесь заработать, как это поставить на свое место. В общем, по поводу какой-то работы его что-то волнует. Нет помощи. Ну и здесь королева жезлов, скорее всего, его мама, либо его дочь, если у него дочь есть. Может быть, его сестра, тетя. Но по родовой карте, как бы она здесь рядышком, да, книга судьбы. Это близкая ему женщина. Единственное, могу сказать, может быть, если он женат сейчас, то его жена. Да, она его тревожит и волнует. Чем? О, 9 мечей. Ну, как будто бы, ну, я не могу по-другому сказать по этой карте, как будто бы эта женщина разрушила его жизнь. И поэтому его это все тревожит, волнует, у него есть переживания, у него есть, с одной стороны, волнение за ее здоровье, но и с другой стороны, у него есть желание от этого всего наконец-то убежать, от этой женщины убежать, даже если это его мама. Если ее уже нет, у него просто воспоминания какие-то странные. Такие вот. Ну, как-то вот так вот на сегодняшний день. Может быть, да, может быть, со здоровьем проблема, может быть, воспоминания по поводу этой женщины. Но он хочет, ему плохо. И да, он понимает, что эта женщина испортила ему жизнь. А если это дочь, почему ты так думаешь? Или так по-другому? Не, ну если это дочь, он бы хотел с ней быть ближе по королю жезлов. Говорить как правильно, чтобы она с ним общалась. Наверное, дочь не общается так уж, как он хочет. Ну вот что-то есть такое. Смотрите, да, расклад общий, для каждого как бы какая-то деталька своя. Но я то, что увидела, я сказала. Давайте дальше. Есть ли у тебя тайна на сегодня? Тайна его мысли, его боль, его разочарование, его прошлое. Он хочет показать себя успешным, счастливым, красиво одетым, накачанным и молодым. Реально. Но у него не получается. Он смотрит на себя в зеркало и берется за голову. Он смотрит на себя в зеркало и берется за голову. Ему не нравится, как он выглядит. Он себя скрывает. О чем ты радуешься? В компаниях сидит. 3 кубков, это, ой, 3 жезлов. Дороги, возможно, переезд какой-то недавно был, но, может быть, просто куда-то съездил или куда-то сходил. Может быть, даже в голове держит какую-то дорогу. Но компании, просто компании. Компании третьих лишних, даже так могу сказать. Просто людей, с которыми, может быть, временно весело, а потом, может, и не помнит, что было и как было. И, может быть, оно и не надо ему было. Временные компании, его радость. У него силу отобрали. Знаете, что хочу сказать? Здесь какая-то странная вещь. Сила выходит с 8 мечей. 8 мечей — это больше клетка, да, но клетка не его. У меня картинка идет. Да, в каких-то вопросах он может, типа как в клетке сидеть, да, но силу отобрали у него. Потому что он отбирал у кого-то силу. Он отбирал возможности, он отбирал уверенность у кого-то, он отбирал радость. Ему было все равно раньше. Вот не всегда.
Не всегда. Но в какой-то период времени вот он себя так поставил, да, в этой жизни, что какое-то время он отбирал у людей их радость, удачу, счастье просто по поводу любого вопроса. И как-то странно очень это. Ну, смотрите, например, я вижу такую ситуацию, когда он говорит свое, ему говорят тоже. И тот человек прав. Но нет, зачем? Зачем кто-то, чтобы был прав? Он перевернет эту ситуацию так, чтобы реально тому человеку закрыть рот, а самому остаться таким вот весомым и правым. Он сейчас получает обратку. Его перестали воспринимать, к чему он стремился, как личность. Он сейчас как со связанными руками, он с нуля должен начинать себя ставить в этом обществе. Знаете, вот я аж туда, по этим картам и по этой вот информации, да, которая идет с потока, залезла. Я не знаю, надо ли это, но именно это в нем сейчас бушует. Радуется временно. У него большой радости вообще такой вот настоящей ее нет. Так, что у тебя в доме, где ты ночуешь? Треугольники какие-то. Дорога, он может быть даже не дома. Дороги какие-то открытые, колесница. Кто-то за ним наблюдает, подсматривает, как у него, что у него. А у него закрытые глаза. С него тянут энергию, с него тянут деньги, с него тянут что-то, что кому-то надо. Ему хочется бежать из дома. Либо он уже куда-то уехал, где-то он сейчас находится, да, не дома. Либо он хочет уйти из дома, очень хочет. Потому что ему постоянно что-то говорят, постоянно звонят на телефон. Ты где? Когда? Ну и все такое. Вот в такой ситуации он живет. Давайте посмотрим все-таки, если есть у него, да, другая женщина, и вы это знаете, вот что у него с ней. Если у него никого нет, пропускаем. Ну, если вы знаете, да, что у него никого нет. Если есть другая женщина, что у тебя с ней? Какие-то манипуляции по магу. Кстати, с его стороны. Если есть другая женщина, он манипулирует. Он манипулирует ею. И она для него, опять же, по звезде на расстоянии. Еще одна карта. Не могу понять. Нулевой аркан, руки связаны. То ли они расходятся, то ли они не разговаривают, или разговаривают, она плачет. Она реально плачет постоянно, но никому не покажет этого. Да вы что? Но она плачет. Не душой. Слезы льется. Он манипулирует ею сейчас. Он не хочет быть с ней. Отношения сложные и очень странные. Я даже их описать сейчас до сегодня не могу. Может быть, в следующем раскладе будет более открыто. Но это очень сложно описать. Не она, он. Он что-то плохое делает. Возможно, он слишком сильно хочет быть с вами, а она думает, что треугольник есть. Она думает, что он к вам ходит.
Либо он с какой-то другой женщиной встречался. Смотрите, у каждого это по-своему, как говорится, будет. Может быть, реально это вы вот в его голове. Но он думает о вас, он реально думает. Но вы ж не вместе, а той женщине кажется, что вы вместе. Ну, либо она слишком уж плачет, что он постоянно, допустим, называет ваше имя, вместо того, чтобы называть ее имя в последнее время. Ну, либо она нашла фотографию. Вот так вот. Потому что его мысли, они по звезде далеко. И эта женщина тоже далеко. А почему ты манипулируешь? Почему ты просто не... Потому что с него он какие-то либо документы подписывал быть с ней, а может и нет. Может быть просто по поводу денег. Что-то он должен, может быть квартира ее, ну что-то есть такое. Что-то такое есть. Какие-то... Что-то он должен завершить или переиначить, и потом уже будет решать, как ему дальше жить. И да, он хочет с вами встретиться. Твои, мужчина, действия, твои планы на ближайшее время. Он думает пока что еще. Он в подвешенной ситуации, он думает, он в подвешенной ситуации, он работает на своей работе и какие-то маленькие шаги предпринимает, но больше как планы даже пока что строит. А вообще планы у него интересные: построить свой дом со своими правилами, выйти из какой-то реально сильно подвешенной ситуации, и он надеется, что это уже скоро будет. Скоро он начнет действовать. Если он сейчас очень далеко от дома реально, то он хочет вернуться домой, но в дом по-другому, чтобы там все было. Либо построить дом себе где-то в другом месте хочет даже. Что бы ты сейчас сказал девушке, вот, которая смотрит расклад, что бы ты ей сказал, вот, если бы мог, да, говорить через карты? Угу. Влюбленные. Он вас любит. Он бы вас сейчас обнимал, если бы мог. Вот реально, после всего, что тут у него на душе и в его жизни, он реально думает о вас. Я смотрю фотографии, я вспоминаю прошлое, но надо мной есть проблема. Девятка кубков. Я очень люблю себя, и именно с тобой мне было хорошо. Я надеюсь, что мы встретимся, и очень хочу, чтобы ты пришла ко мне. Угу. Вот такое вот. А ты хотел бы попросить прощения за что-то? Двойка жезлов за прошлое, да. В принципе, да, он хотел бы поговорить об этом и кое-что сказал бы вам, да. Двойка жезлов, карта прошлого. Он помнит об этом. Ты себя считаешь виноватым? Да. Считает. Но он еще кого-то считает виноватым. Еще есть за его спиной, в его голове есть люди, которые тоже виноваты. В том, что вы разошлись, в том, что вы ругались, в том, что вы... Ну что, и может быть у кого-то измена была. Вот что-то типа этого. Так. Все, наверное, да? Давайте посмотрим, если вы хотите быть с ним, что карты скажут. Туз мечей с книгой. Мир. Ну, вы можете помириться. Мечевая шестерка, выход из сложностей. Да, вы можете помириться.
по судьбоносной книге вы можете помириться, но только если мечевая ситуация прошлого просто, как говорят, канет в лету, да, или, как говорят, уйдет в никуда, в общем. Просто уйдет. Мир, гармония в вашей жизни, она предусмотрена по судьбе. Но вот эта мечевая ситуация прошлого, она должна уйти, вы должны из нее выскочить, вы должны больше ее не вспоминать. Шестерка мечей — это выход из плохого, и вы идете в своем направлении по вашей судьбе. Здесь карты говорят: перестань себя отдавать, начни себя наполнять, и тогда в твою жизнь придет любовь. Он тебя никому не отдаст, если он увидит, что не знаю, что у тебя, как же это сказать, ну, может быть, то, что тебе все равно на него, вот так вот он испугается. А так: ой, она меня любит, все, буду использовать. А когда вы будете любить себя, ну, естественно, все равно будете любить его, но любить и себя, он подумает: не, ей, наверное, она легко опять меня выкинет из жизни, да? Я буду ее беречь. Вот только с этим, да, с этим пониманием этот мужчина действительно сделает вас счастливой. Если все-таки он не сможет, по-любому, по судьбе у вас есть любовь в вашей жизни. Ну вот, давайте посмотрим сейчас. Если вы не хотите уже быть с ним, да, не будете с ним, то что вас ждет впереди? Что карты подскажут? Ну, вас ждет мужчина, я говорю. Тут по-любому, вот кто сейчас смотрит расклад, вы по судьбе не одна. Возвращение. Вот здесь я добавлю еще одну карту. Здесь разбитое сердце и карта возвращения. Возвращение этого человека, что здесь вот пришел на расклад, его не, ну, он может прийти, кстати. Он может прийти, он может где-то наблюдать за вами, но он не вернется в вашу жизнь для вашего счастья, потому что он разбил вам сердце. Возвращение другого идет. Идет возвращение понимания, возвращение любви и возвращение налаживания своей жизни. И идет это возвращение вот хорошей, нормальной жизни с начальных шагов, с каким-то мужчиной, возможно, которого вы даже уже знаете. Либо вот новый какой-то мужчина рядом с вами где-то, по судьбе уже. Вот как-то так. Но здесь не бойтесь, разбитого сердца от мужчины, который идет в вашу жизнь, не будет. Потому что вы, реально, вы берете себя, ну, как бы в руки княгини. Вот я так вижу это. Вот достану еще одну. Да, девятка пентаклей, стабилизация своей жизни, стабилизация своего дома, стабилизация своих желаний. И все, и вы получаете свое счастье. Угу. И вы получаете свое счастье. Кстати, у кого-то будут очень хорошие перспективы по работе. Возможно, реально вы возвращаетесь в свое состояние, которое испортил мужчина, который вот сделал вам больно. Вы наконец-то возвращаетесь в то состояние, в котором вы всегда действительно жили и радовались. Вот это идет. Любовь. Любовь — это ваша. Угу. Да будет так. Правда же? Да будет так. Все. Счастья вам огромадное. Всего самого-самого лучшего. Вот. Оставайтесь со мной на Ютубе. Здесь только на Ютубе Анна Тарот. Вот. И я вас жду на следующем раскладе. Увидимся, услышимся. Большого-большого вам счастья. Вот так.